Часто на приеме я слышу, мужчины задают мне вопросы. Доктор, подскажите, а есть ли одно упражнение, которое самое эффективное для эрекции? Ну, во-первых, каждый мужчина определяет свое упражнение, их есть модификаций несколько. Но на самом деле одно универсальное есть. Потому что, что уж говорить, не все мужчины могут каждый день ходить в тренажерный зал, да и порой это незачем. Потому что перетренированность тоже ведет к повышению пролактина и гипертоничным мышцам. Итак, я приветствую вас на своем канале. Здесь все о реабилитации мужского здоровья. Я им занимаюсь уже 30 лет. Спасибо вам за интересные вопросы. Я всегда стараюсь читать и отвечаю я сама. Если вам интересна моя информация, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Итак, поехали, какое же это упражнение. Но начнем мы с того, что эрекция не возникает от усилия воли. То есть вот вы пожелали, щелкнули, и эрекция раз и возникла. Это слаженная работа трех систем. Гормональная, нервная система и сосудистая система. И когда мужчина долго сидит, когда у него какие-то боли в пояснице периодически возникают, когда у него поясница напряжена, когда у него вырос живот, который перетягивает все время вперед, у него всегда в этом отделе по задней поверхности напряжение, скованность. И такой мужчина говорит: раньше я делал шпагат, вы не поверите, а сейчас я даже не могу с прямыми ногами наклониться и достать кончиками пальцев до пола. Просто у меня ноги, как у кузнечика, согнуты в коленных суставах, и боль возникает в пояснице. И на самом деле вот это упражнение, про которое я вам скажу, оно порой бывает гораздо эффективнее, чем хаотично принятые таблетки. Но сами подумайте, если что-то зажато, если вы долго сидите, например, водитель, переключаете ногой газ-тормоз, у вас все время работают одни и те же мышцы. Если вот такое твердое и ограниченная подвижность, как туда крови подойти? Конечно, кровеносные бы системы расширились бы сосуды, но они не могут, потому что спазм, потому что боль там возникла. Вы засиделись, потом начали выходить, раз наклонились шнурок поправить, и раз и прострелило, и какая-то тянущая боль, и потом дискомфорт. Друг посоветовал, Кегеля поделал, вы еще поджимали анус постоянно. Вообще гипертонус появился. И такой мужчина говорит: я не знаю уже, что делать. А урологи некоторые так говорят: ох уж этот Кегель, это моя головная боль. Потому что забывают предупреждать мужчин, что сколько раз вы напрягли мышцы, столько же вы должны расслабить. То есть мышца должна как сократиться, так и расслабиться. Ну а перед тем, как перейти к упражнению, я хочу рассказать, что у меня есть серия бесплатных уроков, посвященная эректильной функции. Там я подробно, не медицинским языком, рассказываю пошагово, почему портится эрекция, почему половой член становится вялый и недееспособный, и как с этим справиться. Многие мужчины уже просмотрели эти уроки и активно используют рекомендации в своей жизни. Ссылка в описании этого видео. Итак, поехали. Как же выполнять это упражнение? Вы наверняка все слышали упражнение «Мостик». Но дело в том, что многие забывают поставить правильные акценты, что они должны при этом почувствовать. Выполняем его 2 раза в день. Первый раз с утра на полу, либо в кровати, но только матрас, чтобы не проваливался. И второй раз после рабочего дня. Начинаем с малого количества подходов. То есть не стараемся сжать мышцы так, чтобы почувствовать результат. Это всего лишь упражнение. Если у вас плохой сон, плохое питание, лишний вес, постоянный стресс, конечно, даже таблетки не всегда эффективны. И упражнение – это всего лишь дополнение к вашему базовому минимуму заботы о своем здоровье. Вы ложитесь на жесткую поверхность, ноги сгибаете в коленях, стопы стоят на полу. Положили правую руку на живот, сделали глубокий вдох животом. На вдохе вы почувствовали, как поясница прижалась к полу. Сделали выдох, поясница отсоединилась, и живот, наоборот, приблизился к позвоночному столбу. Повторили 3-4 раза. Зачем? Затем, чтобы понять, на каком моменте нужно сжимать мышцы
и не дышим в этот момент мы грудным отделом. Часто мужчины, особенно астеничного телосложения, дышат верхнегрудным отделом и, к сожалению, не включают нижний отдел легких, не включают свою диафрагму. Затем из этого положения делайте глубокий вдох, допустим, на счет 4. Затем поднимаете таз и на подъеме таза делаем выдох. На выдохе мы втянули анус и стараемся как бы втянуть половой член и мошонку. Подняли таз, не нужно поднимать слишком высоко, и на 5 счетов задержали дыхание. Почувствовали, как будто половой член втягивается в область промежности. Вы должны почувствовать не только анус, как вы зажали, но и половой член. Еще раз предупреждаю, обозначили только движение. Не делаем сильное движение, сильное сжатие, потому что слабая мышца, которая долго сидела, опиралась, держала ваше туловище, держала верхнюю часть тела, оно просто сразу уйдет в гипертонус. И вы почувствуете, может, даже болезненность какую-то в поясничном отделе. Кстати, если почувствовали, то начните сначала с растяжек. Значит, не нужно включать эту слабую мышцу. Подержали 5 секунд на подъеме, опустили, расслабились, сделали 2 цикла дыхания. Еще раз сделали вдох животом глубокий. На выдохе поднимаем таз не сильно высоко и втягиваем половой член и анус. На 5 секунд идет задержка. Затем осуществляем вдох и опускаем таз. Таких подъемов нужно сделать для начала 5, но делать нужно медленно для того, чтобы понять включение вот этих мышц. Когда вы опускаете таз, вы как будто вот делаете вдох и как будто чуть-чуть подтуживаетесь. То есть старайтесь, чтобы тазовая диафрагма у вас расслабилась, разошлись волокна. Вспомните, как делают бодибилдеры. Они растяжки посвящают очень большое количество времени, чтобы у них было достаточно мобильные во всех суставах движения. Поэтому и здесь, если вы все время будете давить нажатие, мышца, это как поднимаете гантель бесконечно. Мышца в конце концов выронит эту гантель, потому что она не может постоянно сокращаться. Ей нужно расслабиться. Таких подъемов вы делаете для начала 5, постепенно увеличивая до 10. То есть вы делаете 10 утром, 10 вечером. Должно быть приятное ощущение в тазу. И тогда, когда у вас половой контакт, вы изолированно включаете эту мышцу, фрикционную мышцу лонно-копчиковую. То есть она уже вам поддается. Это точно так же, как пальцами, вот руками крутить в разные стороны. Вы не можете делать это с первого раза. А вот когда вы делаете это упражнение, у вас формируется моторная связь, головной мозг, изолированное движение лонно-копчиковой мышцы, именно с подъемом таза. Когда вы делаете это месяц, вы чувствуете, что у вас амплитуда в тазу растет. То есть тонус самих ягодичных мышц становится больше. Когда вы делаете 2 месяца, вы почувствуете, насколько у вас укрепилось тазовое дно. И здесь даже явления проходят, вот неприятные какие-то явления, после аппендицита, например, тянет пах. Бывает же такое, что шов неудачный, и яичко отдает с этой стороны. И здесь получается, что кровь пошла и стала даже гораздо подвижнее, даже гораздо лучше в нижней части живота. То есть такое ощущение полноценности возникло. Итак, делаем это упражнение 2 раза в день, повторяем его по необходимости, но старайтесь выполнять его регулярно. А кому интересно еще видео про эректильную функцию, у меня их на канале накопилось большое количество, и в каждом я даю обязательно какое-то полезное действие для своей эрекции. Я желаю вам здоровья!